холодный осенний вечер Джонатан Смит, владелец крупной компании и один из самых богатых людей города, стоял у окна своего особняка. Дождь струился по стеклу, отражая тусклый свет из комнаты. На втором этаже, в детской, тихо дышал его сын, мальчик по имени Оливер. Болезнь, которую врачи не могли объяснить, медленно гасила его жизнь. Джонатан перепробовал все: лучшие клиники, специалистов, дорогостоящие препараты. Но ничто не помогало. Дом, наполненный деньгами и роскошью, казался пустым. Однажды вечером, когда он возвращался из больницы, возле ворот особняка он заметил худую девочку лет 12. Ее одежда была рваной, волосы спутаны, а глаза странно глубокими, будто в них отражалось что-то большее, чем возраст. Она стояла под дождем, дрожа от холода. Джонатан хотел просто пройти мимо, но что-то в ее взгляде заставило остановиться. Она подняла голову и произнесла слова, которые навсегда врезались в его память. Он не поверил ни единому звуку, но из жалости велел впустить ее и накормить. Девочка ела молча, медленно, будто каждое движение имело значение. После еды она поднялась и попросила провести ее к сыну. Джонатан позволил, больше из усталости, чем из веры. Он считал все это бессмысленным. В комнате, где стояла тишина и запах лекарств, девочка подошла к кровати. Ее тонкие пальцы едва коснулись лба Оливера. Воздух будто дрогнул. Свет лампы мигнул, а сердце мальчика, едва слышное до этого, вдруг забилось ровнее. Джонатан замер. Он видел, как цвет возвращается на лицо сына, как дыхание становится глубоким. Девочка стояла неподвижно, глаза ее были закрыты. Несколько секунд, и все кончилось. Она тихо опустила руки и направилась к выходу. Когда Джонатан попытался поблагодарить, девочки уже не было. Охрана клялась, что никто не выходил через ворота. Утром врачи не могли объяснить, что произошло. Болезнь исчезла, словно ее никогда не существовало. С тех пор Джонатан часто выходил вечером к воротам, под дождь, под снег, под ветер. Он искал ту девочку, грязную, босую, с глазами, в которых отражалось чудо. Он так и не узнал, кто она была. Но каждый раз, глядя на здорового сына, он вспоминал тот момент и понимал, иногда спасение приходит не с небес, а с обочины.